I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Привет! Сегодня свяжем вот такой вот цветочный топ. Вернее, я покажу сам принцип вязания цветочного топа, потому что это супер просто, и вы сами сможете рассчитать под свой размер, под свои объемы, соответственно, урегулировать длину рукава, например, ширину, длину изделия самого, потому что у меня оно не такое длинное, например, я специально его регулировала, чтобы под него надевать топы, и сверху просто вот такая вот топ-накидка с рукавами получилась. Вот такой вот он у меня классный, летящий. Но на самом деле вот сейчас достаточно жарко еще мне его носить, поэтому, наверное, к осени будет самое то. Но я уже его связала, и несмотря на то, что он связан просто из 100% хлопка, мне пока в нем жарковато, даже вот сейчас. Расскажу сам принцип вязания. Вязала я из Alize Bella. У меня вот есть как раз таки в белом цвете Alize Bella, но я вязала в розовеньком. В описании я ставлю номера цветов, именно розовенький, какой именно я использовала, если я нигде не потеряла вот эту вот штучку. Соответственно, еще у меня есть такая белая пряжа, и на ней как раз-таки я покажу принцип вязания, чтобы вы понимали раппорт изделия и понимали именно саму плотность вязания. Потому что если я сейчас возьму какую-то другую пряжу, типа Diva, то раппорт цветочка, он будет намного меньше и, соответственно, совсем по-другому. Я покажу, что из Diva тоже получилось, и сделаю замеры. Это, конечно, намного там меньше цветочек получился. Соответственно, сам топ – это супер простое изделие. Он состоит из передней части, спинки и двух рукавов. Соответственно, вы просто вяжете 4 прямоугольника, 4 квадратика и регулируете ширину и длину изделия просто цветочками. У нас цепочка из воздушных петель начальная. Она идет как раз вот снизу. Потом я просто все детальки сшиваю, как я складывала, тоже приложу фотографию. И, соответственно, такового мастер-класса по шитью здесь не будет. Вы можете интуитивно сшивать изделия так, как вы хотите или как вы умеете. И, например, я покажу, как я сшивала свое изделие. Примерно что-то наподобие. Вы можете попробовать тоже таким же принципом шить изделия. Потому что прям сильно я не снимала сам процесс сшивания, потому что я игралась и смотрела, чтобы мне просто нравился шовчик, как он идет и как он получается. Поэтому в плане сшивания можно будет посмотреть какие-то еще видео, например, или вы знаете и умеете сшивать, и вам нравится свой стиль сшивания, поэтому тут можно экспериментировать. Вернемся к топу. Это 4 части. На примере переда сейчас я немножко объясню сам принцип вязания. Соответственно, как я уже и говорила, вот цепочка из воздушных петель. Это наш начальный набор петель. Он идет снизу, и мы вверх регулируем. Соответственно, сразу мы задаем ширину изделия, и она состоит из цветочков. Один цветочек — это 25 воздушных петелек. Соответственно, для своего изделия я набрала 100 воздушных петелек. Получается у меня 4 раппорта цветочка. И можно увидеть, что у меня здесь 4 цветочка. 1, 2, 3, 4. Все, остальное там уже здесь у меня уже сшивала со спинкой. И дальше я уже, соответственно, регулировала высоту изделия. Я сначала провязала 4 на 4. Я думала, что тут будет 4 цветочка в длину. Вот видно, да, по цветочкам. И также 4 в ширину изделия. Ну, вот так вот сейчас примерив, я поняла, что получается слишком длинная, как футболка или как, я не знаю, какая-то, какой-то такой длинный топ, хотя я хотела, чтобы было, наверное, вот где-то вот так, чтобы я просто на платье, например, или на топ надевала. Вот по поводу рукавов я еще не знаю, хватит ли у меня пряжи на рукава.
Вот, чтобы прям такая вот не разлетайка, как это назвать, просто такая накидка. Я хотела сначала связать топ-сетка, но потом мне попался этот цветочный топ, вообще везде он мне начал попадаться, кроме русскоязычного ютуба. Я поняла, что мастер-классов на него, походу, вообще особо нет, а он настолько популярен и вообще он такой красивый, посмотрите, это вообще ни разу не бабушкин стайл, это супер модно и современно. Единственное, я думаю, что последние ряды, вот цветочка, который вот 4-й ряд цветочка, я, наверное, просто подраспущу, и будет у меня вот такой топ. Вот, хотя вот это вот большая дилемма. Сейчас определиться. В любом случае, у меня есть еще второй моток, и я сейчас со второго моточка начну вязать себе спинку, так как это перед. Точно такую же спинку я свяжу и потом буду соединять. Вот так вот это будет выглядеть. Вот вообще классные цветы. И он такой немного будет все равно свободный. Я не хочу, чтобы это было все в обтяжку. И вот так вот симпатично. А потом я поняла, что последний ряд цветочков, вот именно 4-й наверх, это будет достаточно таки было длинно, и мне не особо понравилось, поэтому я просто распустила, и спинку я уже связала из 3 цветочков в ряд, получается, 3 цветочка именно в высоту. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And we may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. Это что касается, например, спинки и переда. Супер просто. На рукава я набирала раппорт не из 4 цветочков, а из 3 цветов. Соответственно, я набирала не 100 воздушных петелек, а 75, на 25 воздушных петелек меньше.
И так можно играться с шириной, высотой изделия, плотностью вязания и так далее. Например, вы можете взять пряжу потоньше, и у вас будет больше цветочков, они будут более такие маленькие. Например, из дивы нужно будет набирать точно не 100 воздушных петелек, по крайней мере для такого размера, как у меня, а где-нибудь, ну я не знаю, 5, возможно даже 6 воздушных, 6 цветочков, да, в раппорте. Поэтому вот по такому принципу сейчас я покажу, как вяжется сам раппорт цветочка. Он состоит из 25 воздушных петелек и 9 рядочков вверх. Ну что, давайте приступим к вязанию образца. Вязать я буду теми же инструментами, что и сам топ. Это 4 мм крючок и пряжа Alize Bella. Буду вязать в таком беленьком цвете образец. На 100 грамм 360 метров. Цвет у беленькой пряжи 55. Начнем вязать мы с цепочки из воздушных петель. Набираем 25 воздушных петелек. Это наш раппорт цветочка. В самом начале сейчас я покажу медленно, но если, например, вы новички и с цепочкой из воздушных петель еще не знакомы, можно будет обратиться к видео для новичков, где я очень-очень медленно и подробно рассказываю про каждый момент. Итак, набираем цепочку 25 воздушных петелек. Набрала цепочку 25 воздушных петелек и делаем 2 воздушные петли подъема. 2 воздушные петли подъема будем делать в каждом ряду. Итак, 2 воздушные петли подъема сделаны, и в 4-ю петельку от крючка мы начнем с вами вязать. Сейчас будет фундаментальный ряд, это не первый ряд самого раппорта, это просто фундаментальный ряд. Будем вязать за верхнюю стеночку косички просто столбики с накидом. В каждую стеночку будем провязывать столбики с накидом. Соответственно, первый столбик у нас уже сымитированный, когда мы сделали с вами петельки подъема. И далее нам остается провязать еще 24 столбика с накидом за верхнюю стеночку косички. Вяжем так до конца ряда, и в конце ряда встречаемся. После этого начнется наш раппорт рисунка. Вот такой вот красивый фундамент у нас получился из столбиков с накидом. Смотрим, вот так выглядит лицевая и изнаночная сторона. Далее будем вязать с вами первый ряд нашего рисунка. Набираем 2 воздушные петельки. В каждом абсолютно ряду набираем 2 воздушные петельки подъема. Разворачиваем вязание. И в 4-ю петельку от крючка за обе стеночки косички, нагляднее показываю иголочкой, провязываем столбик с накидом. В принципе, все вязание состоит из столбика с накидом и воздушных петелек. И там буквально только пару моментов, когда мы вяжем с вами столбики без накида. Все остальное вяжется просто столбики с накидом и воздушные петельки. Есть еще, конечно, столбик с 2 накидами, но это буквально там всего лишь пару раз. Итак, раппорт первого ряда состоит у нас из 7 столбиков с накидом. Соответственно, первый столбик у нас имитированный, потому что это петельки подъема. Нам остается провязать с вами 6 столбиков с накидом. Вот один мы провязали, сейчас провязываем 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й. Еще раз смотрим. Мы провязали с вами 6 столбиков с накида, и один столбик это наш подъемный ряд. Соответственно, мы сымитировали его как 7-й столбик с накидом. Далее вяжем 2 воздушные петельки. Соответственно, мы, когда провязываем воздушные петельки, внизу вот эти вот 2 ряда, 1, 2, мы их пропускаем, потому что мы уже провязали 2 воздушные петельки.
Если бы мы провязали 3 воздушные петельки, мы бы 3 пропустили. Но в данном случае мы провязываем 2 воздушные петельки и 2 столбика пропускаем. В третий вяжем столбик с накидом. Итак, нам необходимо провязать 4 раза. Один раз мы уже провязали сейчас, и еще 3 раза нам нужно провязать столбик с накидом. 2, 3 и 4. Провязали, получается, мы с вами 7 столбиков с накидом, 2 воздушные петельки и 4 столбика с накидом. Практически раппорт у нас заканчивается. Половинку мы уже сделали. Теперь провязываем 2 воздушные петельки. Помним, да, что 2 воздушные петельки провязываем, 2 столбика снизу мы пропускаем. В третью вяжем столбик с накидом. Мы тем самым, когда провязываем столбики, воздушные петельки, мы с вами такие вот арочки имитируем. Вот видите? Теперь нам необходимо провязать 10 столбиков с накидом. 2 мы уже провязали, и еще осталось 8. Провязываем 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и не забываем про 10. Смотрим, это наш имитированный столбик. Провязываем под обе стеночки косички. Про него не забываем, он может быть не всегда виден, но помним и не забываем. Если, например, пока не особо понятно, что его нужно провязать, просто считайте и следите за собой, что нам нужно провязать 10 столбиков с накидом. Сейчас вот как раз наглядно иголочкой показываю. Вот она такая кромочная, поэтому ее можно не сразу заметить, но вязание пойдет не туда, если их пропустить. Провязываем. Оп, все, 10 столбик провязали. Соответственно, если у нас больше цветочков, то мы дальше раппорт наш продолжаем, и, соответственно, после 10 мы снова провязываем 7 столбиков с накидом. Вот как мы делали в самом начале. Мы просто возвращаемся, как мы делали в начале, провязываем 7 столбиков с накидом, 2 воздушные петельки, 4 столбика с накидом, 2 воздушные петельки, и тем самым мы уже переходим на второй цветочек. Итак, вяжем, сколько цветочков нам необходимо. Итак, второй ряд рисунка, то же самое, как мы делали с вами в первом ряду, 2 воздушные петельки, и в 4-ю петельку провязываем столбик с накидом. Здесь то же самое, нам необходимо провязать 7 столбиков с накидом за обе стеночки косички. И помним, да, что первый столбик у нас имитированный, соответственно, вяжем под обе стеночки косички мы 6 столбиков. Потом будет проще ориентироваться по рисунку, поэтому и, возможно, там уже на каком-то ряду можно будет не читать даже, потому что будет видно все по рисунку. Провязали, делаем 2 воздушные петельки, пропускаем 2 столбика и провязываем столбик с накидом. Точно так же, как мы делали в предыдущем ряду. Теперь смотрим. Вот у нас 2 воздушные петельки, вот у нас первый столбик. Нам надо 4 столбика. Мы в арочку, где провязали 2 воздушные петельки, провязываем 2 столбика с накидом.
потому что 2 воздушные петельки, 2 столбика с накидом. В нее провязываем. Просто в нее заводим крючок и провязываем. Таким образом, у нас получается то же самое, как мы делали с вами в первом ряду. Только теперь мы уже в саму арочку ныряем. Все, 4 столбик с накидом мы провязываем уже под петельку. Под вот этот вот столбик заводим крючок и под обе стеночки косички провязываем. Затем делаем 2 воздушные петельки, пропускаем 2 столбика, в третий под косичку провязываем столбик с накидом. Пока ничего такого супер критичного, сложного. Все мы это с вами делали уже в первом ряду. Тут немножко просто по-другому. Считаем и провязываем. И вот так вот опять в арочку мы провязали 2 столбика с накидом и 4 провязываем под косичку. Вот у нас уже получаются такие арочки в шахматном порядке. Они не друг над другом, они просто в шахматном порядке пока. 2 воздушные петельки, 2 столбика пропускаем. Вот видите, в третью косичку провязываем. И так до конца ряда. Получается, нам осталось тут буквально 3. И вот 4. Все, не забываем про кромочную петлю. 4 столбик провязываем. Смотрим. Сначала мы провязали 7 столбиков с накидом. Помним, да? Первое это был имитированный столбик. Мы закончили 4 столбика с накидом. Соответственно, дальше, когда пойдет рисунок, мы просто продолжим с вами вязать, как вязали просто с самого начала наш этот ряд. Итак, переходим на третий ряд рисунка. 2 воздушные петельки. Мы уже знаем, что у нас 2 воздушные петельки с вами. Теперь делаем еще 2 воздушные петельки. Первые 2 петельки это были петельки подъема. 2 воздушные петельки, соответственно, вот эти 2 столбика мы пропускаем. И в крайний столбик до арки, который идет, мы провязываем с вами столбик с накидом. Теперь 2 столбика с накидом в арочку. И 4 столбик под столбик. Вот видите, у нас получается 2 воздушные петли, это столбик, который мы сымитировали, и 2 воздушные петельки, это 2 вот эти вот столбика, которые мы вот сейчас набираем. Сейчас набираем с вами 4 воздушных петельки. Все, у нас уже пошел рисуночек, у нас уже пошел наш цветочек. И в арку мы будем провязывать с вами столбик с 2 накидами. Не пугаемся, все это намного проще, чем кажется. Делаем накид, 2 накид, заводим крючок в арку, захватываем ниточку, провязываем спокойно, аккуратно сначала 1, 2 петельки на крючке, 2, опять 2 петельки на крючке, 3. Все то же самое, как столбик с накидом, только мы тут 3 раза провязываем, потому что мы сделали с вами 2 накида. Делаем 4 воздушные петельки. Смотрим. 4 воздушные петельки. И вот под вот этот столбик провязываем столбик с накидом. Заводим крючок и провязываем просто столбик с накидом. Теперь, как нам уже известно, провязываем 2 столбика с накидом в арочку.
И 4 столбик провязываем под столбик. Вот у нас уже что-то интересненькое получается на 3 ряду. Делаем 2 воздушные петельки, пропускаем 2 столбика и вяжем 4 столбика с накидом. Четвертый как раз будет кромочный, про который мы не забываем. Соответственно, когда у вас больше раппорт, не один цветочек, а больше, то мы после 4 кромочной петли, которая у нас сейчас кромочная, она дальше будет не кромочная, например, у вас дальше идет следующий раппорт рисунка цветочка, то вы начинаете вязать столбик с накидом, который мы сымитировали. Помните, 2 воздушные петельки делали? Это наш столбик с накидом. Получается, после вот этих 4 пойдет столбик с накидом, потом 2 воздушные петельки. Вот он, столбик с накидом, который пойдет дальше. 2 воздушные петельки, 4 столбика, 4 воздушные петельки, столбик с 2 накидами, 4 воздушные петельки, ну и так далее, то, что мы сейчас с вами провязали как раз. Поехали. У нас с вами 4 ряд, осталось буквально немного. Делаем 2 воздушные петельки, разворачиваем вязание, делаем опять 2 воздушные петельки, как мы делали в прошлом ряду. Делаем столбик с накидом под вот этот столбик. Теперь 2 столбика с накидом в арочку. Моментами рядочки повторяются, особенно там в самом начале и так далее, поэтому это даже проще запомнить будет. Провязываем 4 столбик с накидом. И в предыдущем ряду мы с вами набирали 4 воздушные петельки, теперь мы будем набирать 5 воздушных петелек. И вот тут как раз момент, когда мы будем провязывать столбики без накида. Просто вот сюда под арочку, под вот эту вот цепочку заводим крючок и провязываем столбик с накидом. 2 столбик с накидом провязываем столбик вот под косичку в наш вот этот вот высокий столбик с 2 накидами. Просто провязываем столбик без накида. И 3 столбик без накида провязываем в следующую цепочку под арочку. Все очень просто. Поехали. Заводим крючок под цепочку и провязываем столбик без накида. Следующий столбик, вот наш длинный столбик, заводим крючок под косичку просто. Вот так вот поближе покажу со всех сторон, что просто под косичку. И провязываем столбик без накида. И 3 столбик без накида в следующую арочку. Просто заводим крючок и провязываем. Теперь провязываем 5 воздушных петелек. И теперь вот этот столбик провязываем столбик без накида. Смотрим, у нас были 2 воздушные петельки и имитированный столбик. Соответственно, мы провязываем 2 столбика с накидом и 4 столбик с накидом провязываем в имитированный с нами столбик, который мы имитировали 2 воздушными петельками. Всего у нас получилось 4 столбика. Пожалуйста. Переходим на новый ряд.
Делаем 2 воздушные петельки. Ну, все как обычно. Разворачиваем наше вязание. И делаем теперь 6 воздушных петелек. Помним, да? 2 воздушные петельки, поворачиваем вязание, это мы имитируем столбик. 6 воздушных петелек, это мы уже начинаем вязать, вернее, продолжаем вязать лепесточки нашего цветка. Теперь будет такой момент, как мы уже вязали с вами в том ряду по поводу столбиков без накида. Один столбик мы провязываем под цепочку, второй столбик под столбик без накида, который мы в прошлом ряду провязывали. Просто вот сюда под косичку заводим крючок этого столбика. Третий столбик опять под тот столбик, который в предыдущем ряду мы с вами вязали, столбик без накида. Четвертый тоже. И как раз таки пятый просто под косичку мы под цепочку будем заводить крючок. Сейчас покажу на практике. Заводим крючок просто под цепочку, как мы в прошлый раз делали. Это наш первый. Просто в прошлом ряду мы вязали с вами 3 столбика, в этом 5. Здесь мы столбик над столбиком заводим под косичку крючок. Вот мы провязали с вами второй столбик без накида. Вот здесь у нас просто под цепочку, здесь столбик над столбиком. Следующие 2 также столбик над столбиком. Заводим крючок под косичку и провязываем. Четвертый также заводим крючок под косичку и провязываем. Все, осталось пятый. Пятый провязываем как первый, просто под цепочку. Вот мы провязали с вами 4. Все, пятый провязываем, заводим крючок под цепочку, вот в эту арку, в наш лепесток, и провязываем. Все, это самый простой ряд, как по мне. Вяжем с вами 6 воздушных петелек. Можно пересчитать их, чтобы точно не ошибиться. И вот в этот вот столбик провязываем столбик с накидом. Как в прошлом ряду мы делали, провязываем столбик с накидом, потом провязываем 2 столбика с накидом там, где мы с вами делали 2 воздушные петельки. И когда мы делали с вами еще 2 воздушные петельки, чтобы развернуть вязание, это как раз таки наш имитированный столбик, который кромочный, который мы тоже не забываем. И мы в него провязываем. Я, бывает, просто вот хватаюсь за петельку этого столбика и провязываю над ним еще столбик. Такой вот воздушный цветочек получился. Мы уже половину с вами связали. Кстати, это реально ровно половина. Дальше мы будем вязать с вами следующий ряд. Он будет примерно таким же, как мы вязали с вами 4-й ряд. Тут уже будет на убывание. Делаем 2 воздушные петельки. Разворачиваем вязание. Делаем снова 2 воздушные петельки. Теперь делаем столбик с накидом под столбик, который перед цепочкой. И нам необходимо еще 3 столбика с накидом провязать, просто в цепочку. Под цепочку заводим крючок. И провязываем 3 столбика с накидом. Теперь делаем 5 воздушных петелек. Два,
3, 4, 5. 5 воздушных петелек сделали. И нам необходимо провязать 3 столбика без накида. Провязываем их точно так же, как мы вязали с вами. Не в предыдущем ряду, а до него, в 4 ряду. Вот эти вот серединчатые 3 столбика без накида, мы над ними провязываем еще 3 столбика без накида. Нагляднее показываю иголочкой. Заводим, провязываем. Заводим крючок, провязываем. Получается то, что мы вязали с вами 5 столбиков без накида в предыдущем ряду. Вот эти по бокам, которые один и другой, они остаются пустыми. Мы над ними ничего не провязываем. Над ними идет цепочка. Теперь вяжем 5 воздушных петелек. И делаем 3 столбика с накидом. Вот в этот лепесток, в цепочку. И 4 вяжем в кромочную, потому что помним, да, что мы с вами уже набирали 2 воздушные петельки для того, чтобы сымитировать столбик. Ну и просто вот прикрепляемся за косичку и провязываем 4 столбик. Вот наш цветочек уже почти готов. Пройдемся иголочкой по основным моментам. Вот это столбик, имитированный из 2 воздушных петелек. Далее мы с вами делали 6 воздушных петелек, и как раз таки мы провязали 3 столбика с накидом в цепочку, и вот в эти 2 воздушные петельки, которые подъема, мы провязали с вами еще столбик. Получается, когда дальше картина пойдет, да, у вас будет раппорт не один цветочек, там, а 2-3, у вас будет просто там столбик, а не имитированный столбик. Поэтому будет более яснее картина. Поехали дальше. 7 ряд. Набираем 2 воздушные петельки. Разворачиваем наше вязание. Набираем еще 2 воздушные петельки. Провязываем столбик с накидом. Еще 3 столбика с накидом под цепочку, которую мы набирали, под вот эту арочку. Теперь набираем 4 воздушные петельки. И делаем столбик с 2 накидами. Вот получается у нас столбик с 2 накидами наш первый. И сейчас вот так же под него, чтобы у нас столбик под столбиком был, находим серединку и провязываем столбик с 2 накидами. Это всего лишь 2 раза, когда мы делаем столбик с 2 накидами в одном раппорте рисунка. Соответственно, заводим под косичку, захватываем ниточку. Вот это, кстати, тот момент, когда, например, если первый раз было недопонятно, то сейчас для закрепления будет понятно. Провязываем 1, аккуратненько 2 и 3. И вот мы видим столбик над столбиком у нас. Провязываем 4 воздушные петельки. И далее под цепочку, под вот этот вот лепесток провязываем 3 столбика с накидом. Третий и 4 провязываем под столбик. Вот, столбик над столбиком.
Смотрим, как у нас уже вырисовывается симпатяшный рисунок. Делаем 2 воздушные петельки и провязываем 4 столбика с накидом. 1 под столбик, 2 в арочку и 4 в кромочную, который как раз таки мы имитировали с 2 воздушными петельками. То, что мы делали уже с вами в предыдущих рядах. Ну все, осталось буквально 2 рядочка. Делаем 2 воздушные петельки, разворачиваем вязание. В 4-ю петельку от крючка мы провязываем столбик с накидом. Мы сейчас вяжем все точно так же, как мы вязали с вами во 2-м ряду. Абсолютно идентично. Нам необходимо провязать 7 столбиков с накидом. Из них первый это имитированный, соответственно, мы провязываем 6 столбиков с накидом. Смотрим, считаем. 6 столбиков и первый имитированный. Соответственно, дальше мы вяжем 2 воздушные петельки, 2 столбика пропускаем, как мы делали это с вами во 2-м ряду. Во 2-м ряду рисунка помним, да, что первый ряд был фундамент, и мы его не считаем за ряд. Итак, провязываем с вами столбик с накидом под столбик. Теперь провязываем 3 столбика с накидом под цепочку. Раз, 2, 3. Провязываем 2 воздушные петельки. И теперь в следующую цепочку под нее, под арочку, заводим крючок и провязываем опять 3 столбика с накидом. Четвертый столбик с накидом провязываем под столбик. Вот сюда, столбик над столбиком, под косичку. Делаем 2 воздушные петельки, пропускаем 2 столбика и провязываем 4 столбика с накидом. Два под арочку и 4 в кромочную. Ну вот, наш 8-й ряд завершен. Остался последний ряд раппорта нашего рисунка. И можно будет вязать сколько угодно цветочков по этому раппорту. Вяжется он как первый. 8-й вяжется как 2-й ряд, 9-й вяжется как 1-й ряд. Делаем 2 воздушные петельки, разворачиваем вязание в 4-ю косичку от крючка, делаем столбик с накидом. Таким образом нам необходимо провязать
7 столбиков с накидом. Помним, что первый мы уже сымитировали, соответственно, останется провязать 6. Все точно так же, как мы делали в первом ряду. Провязываем 7 столбиков с накидом, 2 воздушные петельки, смотрим, считаем, что у нас провязано 6, а первый это имитированный столбик. 2 воздушные петельки и теперь 4 столбика с накидом. Подарочку 2 столбика с накидом и 4 столбик над столбиком. А затем снова 2 воздушные петельки. И далее 10 столбиков с накидом. Как раз до конца ряда у нас и получится 10 столбиков. Я всегда предлагаю сначала связать раппорт, разобраться в нем, а потом уже начинать вязать изделие. Соответственно, вы уже замерите свой раппорт, сколько он в сантиметрах. Можно провести как раз-таки УВТО и посмотреть потом по своим замерам, сколько цветочков на ваш топ необходимо. И уже приступать к вязанию цветочков. Смотрим, 9 ряд идентичен первому. Если мы вот так вот посмотрим, то абсолютно одинаково. Все, мы провязываем 10 столбиков с накидом, и наш ряд завершается. Не забываем, да, про кромочную петельку. И это тот момент, когда лучше первые разы просчитывать, все ли столбики провязаны или нет. Все, расправляем, смотрим наш цветочек. Вот такой он получился, воздушный, легкий и классный. Исходя из этого раппорта, вы сможете создать то изделие, которое вы хотите, с теми размерами, с которыми вы хотите. Просто примеряйте, прикладывайте к себе, постирайте образец, который вы свяжете, посмотрите, как он ведет себя после стирки, после проведения так называемого ВТО. И можно, например, это не делать, если вы знаете, что пряжа точно там, например, не садится и так далее, чтобы, например, просто не случилось какого-то сюрприза, что вы связали изделие, а после того, как вы постирали, оно там очень сильно вытянулось или, например, подсело. Ну, будет, наверное, тоже такая не особо приятный сюрприз. Вот, и чтобы, например, избежать каких-либо сюрпризов, можно сделать такой вот момент заранее. Ну что, на этом у меня все. Надеюсь, вам мастер-класс был очень понятен. Вы свяжете свои вот такие цветочные топы. Плюс в телеграм-канале я еще добавила разных схем и цветочков, которые супер отличаются. Если вы умеете читать схемы и вяжете по схемам, можете перейти в телеграм-канал, посмотреть эти схемы и связать, например, тоже цветочный топ, но уже другим узором из цветочков. Например, не этим, хотя, взять за основу, получается, этот принцип из цветочков, связать другим узором, который, соответственно, я поделилась также в своем телеграм-канале. Спасибо, что посмотрели это видео, и до новых встреч. Пока!